Создание нового документа. В главном меню «Файл» выбираем команду New или клавиатурная комбинация Ctrl-N для macOS Command-N. Открывается диалоговое окно, у кого какая версия, вот в последняя версия CC 2015 предлагает такое диалоговое окно. Вы можете по умолчанию выбрать либо печатный профиль, либо веб-профиль. В основном мы будем работать с печатным профилем, с печатной продукцией. Можно выбрать любые параметры поширения по высоте, любые единицы измерения, но очень рекомендую открыть дополнительные настройки. More Settings, дополнительные настройки, где вы уже можете задать изначально имя, название. Назову первый документ. Профиль все-таки выбираю Print, печатный. Количество страниц или количество монтажной области. Дело в том, что Illustrator позволяет создать несколько монтажных областей или, если вам удобно, страницы, но здесь нет такой возможности, как создание автоматической нумерации страниц или создание страниц на развороте. Поэтому нет такой необходимости здесь в Illustrator добавлять большое количество страниц. Мы чуть позже добавим сколько угодно страниц, но пока оставляю одну страницу. Обратите внимание, пожалуйста, профиль я выбираю Print, печатный профиль, но когда я делаю малейшие шаги в остальных окнах, в полях, сразу слово Print преобразовывается на слово Custom. Пусть вас это не смущает, Custom – это пользовательский формат, то есть пользователь, я, внесла какие-то изменения. Это все нормально, все тот же профиль Print. Почему важно выбрать профиль либо Print, либо Web? Обратите внимание, пожалуйста, чуть ниже Advanced – дополнительные возможности. Моментально появляется цветовая модель. Для печатного профиля этот SMIC. Для печатного профиля разрешение некоторых растрированных объектов 300 пикселей на дюйм и предварительный просмотр по умолчанию. Если я сейчас интереса ради выберу профиль Web, то картина меняется. Цветовая модель RGB, разрешение экрана или некоторых эффектов это не более 72 пикселей на дюйм и просмотр по умолчанию. Пока выбираю Print, одна страница А4 формата, портретной ориентации, вы можете выбрать ориентацию страницы и привычная с детства единицы измерения, либо миллиметры, либо сантиметры. Кстати, не обязательно выбирать форматы из списка Size. Вы можете абсолютно спокойно задать свои размеры, свою ширину и высоту. Допустим, баннер 2 метра на 1 метр. Без проблем задайте нужную ширину и высоту, выбирайте нужные единицы измерения и работайте с этим макетом. Но пока я оставляю А4 формат портретной ориентации с единицами измерения миллиметры. Что такое Bleed? Bleed или выпуск за обрез добавляется, если ваш макет имеет цветной фон. Дело в том, что при печати, если речь идет об офсетной печати, с запасом для цветного фона, как правило, мы увеличиваем печатную область от 3 до 5 мм. Эти требования вы получите от типографии. Смотрите, как это выглядит. Создаю новый документ. Страница выглядит как белый прямоугольник, границы страницы черные, но за пределы выходит еще и такая красная рамка. Вот эта красная рамка – запасная область печати для цветного фона. Что надо делать, чтобы у нас получился макет или листовка формата А4 с цветным фоном? Мы рисуем объект, но только не
по размерам страницы. Я сейчас именно так делаю, чтобы вам показать, с чем вы столкнетесь. Обратите внимание, это макет с цветным фоном, и здесь много разных элементов дизайна. Мы готовим макет в нужном формате, о них мы еще поговорим, отправляем в типографию, там наносятся сначала краски, затем стопка бумаги передается резчику, который ставит эту стопку бумаги на свой стол и огромным ножом, гильотиной, проходит по границам страницы. И малейшее смещение этой стопки бумаги и по краям цветной листовки или цветного макета появится ободочек цвета бумаги. Белый ободок, белый цвет бумаги. Чтобы этого не было, мы объект фона увеличиваем до красной рамки. То есть сама по себе блит, выпуск за обрез, красная рамка – это просто сигнал. Мы фоновый объект должны растянуть до красной рамки. Тогда никаких зазоров, никаких границ цвета бумаги не будет у вашего макета. Нож резчика пройдет по краям страницы, остальное лишнее, 3 или 5 мм, просто выбрасывается. Как изменить параметры документа? Допустим, я уже что-то создала и забыла добавить выпуск за обрез. Изменение параметров документа находится в меню «Файл», команда «Document Setup», параметры документа, Alt-Ctrl-P. Здесь вы можете задать выпуск за обрез, можете выбрать единицы измерения. В основном ради этих параметров мы сюда заходим. Позже будем изучать прозрачность и наложение, об этом позже, не сегодня. Пожалуйста, выпуск за обрез и единицы измерения. Красная рамка появилась, я могу уже любые объекты поставить наружу, поставить до красной рамки, растягивать должным образом, и мой макет будет печататься довольно корректно, без белых границ цвета бумаги. Если хочется добавить страницы, то это тоже возможно, но не через команду File Document Setup, а с помощью инструмента Artboard, монтажная область. Artboard – инструмент, что находится над инструментом «Рука». Как только мы выбираем этот инструмент, мы попадаем в режим пунктирной рамки, и панель опций полностью меняется. Допустим, пофантазируем немножко. Заказчик просит делать обложку для папки формата А3. Я взяла в руки Artboard, попала в режим пунктирной рамки, открываю список форматов и выбираю А3. Заказчик также просит рядом поставить листовку формата А4. Для добавления новой страницы я на панели опций обращусь к кнопочке New Artboard, новая монтажная область, нажму эту кнопочку, затем щелкну по нужной точке. Пунктирной рамкой выделена новая страница, вторая страница, и я для второй страницы выбираю формат А4. Можно поставить, упорядочить должным образом. Также заказчик просит поставить рядом дизайн визитной карточки. Еще раз New, еще раз щелчок. Но у визитной карточки нестандартные размеры. Я здесь, в этом списке, вряд ли найду. У визитной карточки такой стандарт 90 мм на 50 мм. Чтобы задать нестандартные размеры страницы, мы выделяем страницу пунктирной рамкой и обращаемся к полям W в
width – ширина, и h – height – высота. Я задам по ширине 90 мм и по высоте 50 мм. Пожалуйста, это будет страница для визитной карточки. После работы с страницами мы должны выходить отсюда, иначе не будут доступны цвета, заливки и другие параметры. Выходим из режима пунктирной рамки первой черной стрелкой. Входим с помощью Artboard, еще раз покажу, и выходим с помощью черной стрелки. Очень много лишних страниц создала. Надо бы возвращаться в Artboard и выделенные пунктирной рамкой страницы удалять в корзину. В корзину. Выхожу.